Всем привет! Сегодня в нашем обзоре интереснейшая новинка от торговой марки CarPro для любителей флет-фидерной и карповой ловли. С вами Игорь Чернов, вы на Flagman Shop, и у нас рубрика F-новинки. В этом обзоре я бы хотел представить вашему вниманию серию плавающих насадок, а именно Wafters. И прежде чем мы начнем наш обзор, я хотел бы вас попросить, чтобы вы в комментариях написали, какими всплывающими насадками пользуетесь вы. Wafters — это та же плавающая насадка, но критически сбалансированная. Достаточно любого веса крючка для того, чтобы эту насадку опустить на дно. И, собственно, от веса самого крючка, от размера, и зависит презентация этой насадки. Эта насадка либо же крючок может поставить на жало, на ушко, или же, если крючок большего размера, насадка будет парить над крючком на высоту волоса. Размер этих приманок очень небольшой, можно сказать, маленький. Размер составляет 8 на 11 миллиметров. Вот как он выглядит на крючке 6 размера. Из-за чего я сразу сказал, что он будет интересен не только карпятникам, но и очень популярен будет у флет-фидеристов. Маленькая, аккуратненькая насадочка, не пугающая карпа, подвигнет любую, даже самую осторожную рыбу. Как при ловле на флет-фидер, так и для ловли на классический карповый монтаж, при ловле осторожной или же большой рыбы. Друзья, кто ловит на маленькие насадки, обязательно поставьте лайк этому видео. Итак, подробнее о вкусах. Кислый вкус ананас. Wafters имеет белый цвет. И все вафтерсы также имеют форму дамблса. Удлиненная такая форма, не круглая, чем-то похожа на маленький пельчик. Также чем удобна эта форма, что эту насадку вы можете одеть под резиночку, как пельчик. За счет продолговатой формы, и у этого вафтерса есть маленький такой легкий желобок, из-за чего не будет слетать он с резинки. Где его использовать? Я бы назвал это самым универсальным вкусом из всех существующих кислых. В моем, допустим, случае ананас срабатывал максимально часто. Очень хорош для холодной воды, очень хорош при ловле днем, показывал себя при ловле на амурах хорошо. Белый цвет здорово, кстати, виден и ночью. Если кто ловил на белый цвет, обязательно тоже поставьте лайк. Идем дальше. Клубника. Классический вкус, который всегда выручает. Имеет красный цвет, немножечко такой вымытый. Форма та же. Лучше всего у меня показывал результаты весной. Где-то конец апреля, май, все лето. А вообще пробуйте, потому что это не есть какая-то стопроцентная рекомендация. У всех бывает по-разному, и на каждом водоеме тоже. Идем дальше. Всем известная слива. Слива идет в цвете фиолетовом. Именно вот этот цвет в этом вкусе хорошо себя зарекомендовал как у спортсменов, так и у любого рыбака, который ловит карпа. Очень хорошо себя проявил. Отзывы максимально хорошие именно в этом цвете, именно слива. Тоже кислый вкус. Лето чаще всего срабатывал днем. Сладкий вкус кукуруза. Имеет классический желтый цвет. Размер тот же. Форма та же. Универсальный боец на любых водоемах. Запах очень мощный. Запах имеет оттенок кукурузы попкорна. Всем полюбившийся вкус кальмар-клюква. Это смешанный вкус тяжелого и кислого запаха. Приманка имеет светло-розовый цвет. Форма тоже дамблс. Маленькие, аккуратненькие, хорошо протыкается иглой и очень рабочий вкус. Вот это вкус я бы назвал абсолютно универсальным. В данном случае в нашей ловле, в моей ловле, именно сочетание вкуса кальмар и клюква дает всесезонный результат. Как весной, летом, так и осенью. Классический смешанный вкус тоже считается тяжелым. Кальмар-осьминог. Имеет цвет оранжевый. Цвет и смесь этих вкусов дают положительный эффект на протяжении всего года. Кстати, очень часто тяжелые вкусы рекомендую использовать ночью, хотя это тоже не есть догмой. Следующий вкус — это криль. Имеет розовый цвет,
такой, как бы сказать, более флуоресцентный, очень рабочий цвет, тоже здорово работает на многих наших водоемах. И криль, кстати, тоже чаще всего срабатывал, в частности, там у меня, к примеру, в ночное время. Хотя из-за цвета может работать и в световое время суток. Знаменитый Monster Crab, тяжелейший запах из всех, скажем так, бойлов, которые присутствуют здесь. Имеет светло такой оранжево с красноватым такой вот оттенком. Тоже цвет рабочий, форма Dumbles, тяжелый насыщенный запах краба, который ночью вас не подведет. Ну и Robin Red. Как же без специй на рыбалке? Обязательно специи должны быть в сумке у каждого рыболова, карпятника, флетфидериста, потому что специи являются ничем иным, как раздражителем для рецепторов рыбы. Когда нету поклевок, всегда есть смысл поставить какую-то приманку, которая содержит в себе специи. Явно выраженный запах специй работает как в холодной воде и очень здорово работает по тяжелой рыбе, по крупной. Ни для кого не секрет, что специи, тяжелые вот эти все запахи, Monster Crab, криль, кальмар-осьминог, кальмар-клюква любит большая рыба. Карп или же амур. После, собственно говоря, детальной презентации наших насадок я бы хотел продемонстрировать их работу. Собственно, у меня есть здесь 3 поводка, заготовленных на разных крючках, для того, чтобы вы могли убедиться, как они ведут себя на дне. Как вы можете обратить внимание, независимо какой крючок, насадка уходит на дно вместе с крючком и приподнимается над дном. Обратите внимание, что все крючки стоят уже в так называемом агрессивном положении. Стоит рыбе только сделать вдох, всасывание прикормки, и насадка моментально залетает и уже сразу цепляться будет за губу. Каждая из этих банок, обратите внимание, проклеена стикерами на крышке. Если у вас насадки находятся в вертикальном положении в сумке, вы всегда можете с легкостью их обнаружить. Кстати, каждая банка имеет 80 штук вафтерса. Каждая приманка является высокоаттрактивной из-за того, что имеет повышенное содержание ароматизатора, стимулятора аппетита, бетаин и подсластителя. Итак, это был обзор новых насадок от торговой марки CarpPro. Остальные видео с новинками вы можете посмотреть здесь. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Если видео было полезным, обязательно поставьте лайк, активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч!